Если вы хотите сделать милую валентинку своими руками всего лишь за один вечер, я покажу вам, как сшить трендовое сердце из фетра. Быстро, просто, получится даже у новичка. Я даже вам больше скажу, такая трендовая валентинка своими руками, вам даже не потребуется никаких навыков в шитье. Мы все детальки будем скреплять с вами горячим клеем. Конечно же, я не могла пройти мимо таких трендовых сердечек из фетра. Их можно использовать и в качестве брелков, подвесок, подарочков для своих одноклассников, подружек, или же даже можно их использовать как подарочный сувенир для ваших клиентов. Действительно, делается легко и просто, особенно по моим шаблонам. А где искать шаблончики на все выкройки, я надеюсь, вы уже знаете. Все выкройки и шаблоны я публикую в рамках своей платной ежемесячной подписки, стоимость которой чисто символическая. Таким образом, вы сможете поддержать меня как автора и отблагодарить за проделанную работу. Ну или же можете что-то взять на просторах интернета. Я же со своей стороны подаю вам вот такую вот классную идею реализации таких сердечек валентинок на предстоящий праздник День Святого Валентина. Кстати, вы здесь можете использовать абсолютно любые материалы. Я использую как и мягкий корейский фетр. Можно заменить мягкий корейский фетр на жесткий фетр. И также использую и мягкий глиттерный фетр, и кожзам глиттерный. Так что здесь на самом деле вот возьмите любую палитру, которая вам ближе всего. Вот розовая, красная, какая-нибудь перламутровая, малиновая. В общем, здесь уже подбирайте по желанию цветовую гамму, их сочетание такой цветовой гаммы. Можно в одной цветовой гамме сделать сердечки, например, полностью красным, сделать одну часть, половинку из глиттерного какого-то материала. Любой материал можете использовать на самом деле. Вы даже можете такие валентинки сделать из бумаги. Тут уже как ваша фантазия сработает. Я вам даю основу для творчества, не забывайте об этом. Честно говоря, очень классные валентиночки. Я специально в конце видеоролика сделаю еще петельку для этих валентинок. И такие валентинки будут довольно-таки многофункциональны. Не просто те, которые мы складываем и потом выкидываем со временем. Очень прикольный декорчик, который можно будет каждый год доставать и использовать, например, именно в этот праздник, в эту романтическую пару, скажем так. В комментариях обязательно поделитесь, как вам такие валентинки, как вам такая идея их реализации, декора и вообще цветовая композиция. Присылайте свои, которые у вас получатся валентинки, обязательно делитесь со мной, мне будет очень приятно. Ну и еще хочу напомнить вам, что если вы не подписаны на канал, то подписывайтесь, у меня впереди еще очень много интересного к предстоящим праздникам и не только к праздникам. В общем, если вам понравилось фетротворчество и вообще творчество в целом, вам здесь будет точно интересно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ни один новенький мой мастер-класс. А впереди еще очень, поверьте мне, очень много чего интересного. Ну все, мои хорошие, я с вами не прощаюсь. Если у вас останутся какие-то вопросы, я с радостью вам отвечу на них в комментариях. Пишите в комментариях под видеороликом. Пока-пока, мои хорошие, я с вами не прощаюсь, до новых встреч!